Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Дева. Таро прогноз на февраль. Что откроется, что прояснится в феврале? И цыганский старинный пасьянс, на пороге каких событий вы стоите. Давайте с вами узнаем. И именно о событиях нам расскажут карты пасьянса, возможно, с чего начнется февраль месяц, что будет происходить, случится, там произойдет с первых дней уже буквально месяца, к чему приготовиться, может быть, и так. И, конечно, будем реалистами. Любой прогноз, расклад, а личная история каждого из вас не расскажет. Но я надеюсь, что мы с вами проведем приятное время. И какие-то подсказки все же вы получите. Можем ожидать, что в феврале, как знаете, движущая сила, наверное, Уран в прямом движении. 4 февраля он в знаке Телец уже окажется в директном движении. И стало быть, какие-то вопросы, которые прежде вставали на паузу или не были решены, могут здесь активизироваться. Или получится, может быть, для вас какой-то вопрос, как или продвинуть, или решить, ну или как минимум ясность какую-то получить. Смотрим. Но вот не замечтаться все-таки стоит. Змея. Не все люди транслируют то, что на самом деле думают. Иногда эта карта будет говорить, что вы сами можете вдруг, ну так несколько изменить мнение о некотором персонаже, или когда человек себя как-то внезапно проявит, или иногда по этой карте, где там по этому значению, точнее, нам могут свидетельствовать о том, что за вами наблюдают. Вот, примите это тоже к сведению. Может быть, это вы окажетесь в центре внимания. Но, тем не менее, наше первое как бы значение, которое вот само по себе совпадает сразу, да, это может свидетельствовать для тех, кто смотрит впервые, почему я соединила крайние карты, да. Мы можем соединять в нашем пасьянсе те карты, которые расположены в крайних рядах по горизонтали и по вертикали на весь пасьянс. Поэтому я змею и соединила. Но для кого-то из вас самая основная тема – ваша стабильность, ваша где-то безопасность. Или когда, ну, якорь – это когда надежность. Может быть, и ваша надежность, а вы очень надежные люди. Может быть, вы сами какую-то стратегию, тактику будете менять в сторону, чтобы что-то, ну, было и более осязаемо, и одновременно планы, чтобы можно было строить, да, как будто просчитать что-то на несколько шагов вперед, и у вас это будет получаться. Определенно появляются какие-то люди, может быть, это и новые знакомые для кого-то, неважно, с чем связана личная жизнь, или это будет касаться работы. Здесь сама по себе карта хорошего настроения, и для кого-то все-таки личная жизнь, потому что по этому значению код идет флирт. Смотрим, что еще для дев. Прочная связь, имеется в виду какой-то человек надежный, с которым у вас, ну, идет именно какой-то важный контакт. Может быть, это в наше сложное время даже именно один какой-то человек, кому вы можете доверить свои мысли, или с кем вы что-то обсуждаете. Может быть, это и близкий человек. Ну, может быть, и по работе, да, как такое достоверное партнерство. Люди тоже надежные. Где-то и вам захочется э, больше, может быть, окружить себя теми людьми, которые более как минимум предсказуемы. И смотрите, здесь карты, вот как крест, это всегда судьба, как карма, и одновременно вот этот узел, прочная связь. Тут как что-то по судьбе у вас идет. Может быть, правда, и знакомство для кого-то. То знакомство даже, пусть это касается каких-то дел, работы, ваших достижений, одновременно планов. Ну, стало быть, та персона, с которой продуктивное сотрудничество может появиться или продолжиться, я бы даже так сказала, причем на долгий период времени. Для кого-то и в личной жизни я, кстати, не исключаю возможность выхода из одиночества. А вот кто знает, может быть, для кого-то из вас, правда,
Вас радует общение с каким-то человеком, потому что прочная связь, а здесь у нас радость, венок. Но будьте внимательны, нож свидетельствует о том, что это как ссора. Или какой-то, ну, знаете, как заминка, камень преткновения. Но, может быть, это с какой-то персоной прежде вы не нашли взаимопонимания. Тогда для кого-то можно помириться. Потому что, ну, не всегда люди, даже которых мы знаем хорошо, разделяют наши взгляды. И мы, в принципе, приходим в этот мир не для того, чтобы их воспитывать. Мы воспитываем только наших детей, и то, наверное, в самом начальном где-то возрасте, когда они взрослые, уже поздно воспитывать, будут воспитывать себя сами. Но здесь и правда, для кого важно это будет, может быть, какая-то глупая ссора, потому что люди не поняли друг друга, то вот теперь эти отношения могут продолжаться. И, может быть, важные беседы какие-то вам придется произвести, и тогда как камень с души упадет, тогда будет достигнуто это взаимопонимание. У вас тогда как легкость будет на душе, а у кого-то это, может быть, касается семьи, семейное счастье. Тогда тоже, правда? Помириться, разобраться в чем-то, причем в таких спокойных более энергиях, да. Но раньше подкова это была как символ удачи. Наверное, для вас это тоже такой очень важный символ, потому что, есть у меня такая поговорка любимая: "Подкова не принесет счастья, пока не прибьешь ее к своему копыту и не начнешь пахать, как лошадь". Но условно, конечно, я надеюсь, вы меня понимаете, что это шутка, но вы ведь люди очень трудолюбивые. И поэтому я все же вижу для вас в этом символе такое значение. Вы что-то сделали прежде хорошо. Потому что вот видите, как начало у нас идет якорь и заканчивается именно подковой. И я вижу взаимосвязь. Вот якорь у нас достигается именно благодаря приложенным усилиям. И вот теперь как что-то преломляется, какая-то возможность приходит, когда вы себя благодарите, что все было не напрасно, что-то вы сделали очень хорошо, правильно, своевременно, мои дорогие любимые девы. И вас это, безусловно, как и вдохновляет, и более того, голубь, благополучие. Когда голубь совпадает вот в этом раскладе, я всегда говорю: пусть у нас в нашей жизни есть какие-то шероховатости или есть то, что нам не нравится, нас не устраивает, нас, может быть, даже разочаровывает. Но когда голубь выпадает, это вот любой вопрос можно в конечном итоге свести к благополучному разрешению. Даже какую-то сложную тему можно найти какие-то компромиссы. Иными словами, укрепляем мы наше благополучие с учетом якоря, наверное, дважды. Смотрю, что у вас еще совпало. Шикарно совпало. Часы доброй перемены. Ну, пожалуй, все то, что я говорила в течение пасьянса, это тоже само по себе уже ознаменует как добрые перемены. И, ну, тут как высшие силы вам помогают, мои дорогие девы. У вас может февраль быть, правда, каким-то запоминающимся месяцем. Месяцем между прошлым и будущим. Такое я не исключаю. Но будьте где-то готовы к тому, что перемены это всегда коррекция, правда? Потому что это нам приходится держать баланс. И к этому, если мы готовы, ну так тогда нам намного проще. А ведь и правда у кого-то совпадет новое знакомство. Смотрите, судьбоносное знакомство, связь. Или, может быть, на уровне, ну, когда вы видели какого-то человека, но сам по себе контакт еще прежде, может быть, январь, может быть, и декабрь, может быть, вообще какое-то энное количество времени вы друг друга видели, но вы не узнавали друг друга. Почему я так говорю? Вот здесь это какая-то, как контакт может перерасти в эту связь. И более того, это как будет по судьбе, и вы будете узнавать друг друга заново. Это может касаться и работы, для кого-то построения карьеры. Но не замечтаться определенно стоит. И, наверное, знаете что? Вот у нас, смотрите, цыганка, наверное, поэтому называется цыганский расклад.
а по факту прописано лицо. Вот лицо и все. Имеется в виду человек, которого мы еще пока недостаточно хорошо знаем. С учетом вот этой змеи, которую соединили вы, да, так в самом начале, вот будьте внимательны к новым знакомым. Может быть и приятное общение, может быть тут тоже, да, как по судьбе какой-то человек вам, я не исключаю, приходит. Я с учетом того, что у вас такой активный достаточно прогноз получается, может быть и вас, мои дорогие девы, окружает много людей. И самих по себе персон, которых вы недостаточно хорошо знаете. Не торопитесь выносить вердикты. Будьте мудрее, будьте хитрее. Не будьте как открытая книга для кого-то, правда. Потому что рядом нож, да. Вы можете даже узнать о каком-то человеке, что он врет, например, да. И вам захочется все сказать, что вы думаете. А все-таки более правильным было бы себя сохранять. Ну, тогда вы сами вот включите этот змеиный режим и где-то наблюдайте. Позвольте этому персонажу, раскрыть себя, свои замыслы полностью, а вы, ваша задача наблюдать и делать выводы. Пока я с вами долго говорила, ничего я уже не вижу, что мы можем соединить, поэтому давайте пойдем дальше. Так что же там откроется? Что там для девы прояснится в феврале? Вот давайте раскроем такие вопросы. Ну, может быть, и тема сама по себе. Что откроется в феврале для дев? Такая у нас будет карта. Кто или что появится неожиданно? То есть, может быть, это как новость какая-то, да, а может быть, это и связано с конкретным человеком, а может быть, возможность. И что же прояснится? Что ждет дела, работа, бизнес, ваши достижения, у кого-то учеба, у кого-то, может быть, и вторичная работа. Что ждет в деньгах? Так вот в целом энергии смотрим. И энергии в личной жизни, что ждет тоже. Давайте узнаем. Так что же там откроется? А вот какая-то игра тоже может открыться, это правда. Хотя откроется, как и игра, к примеру, вот такая конфигурация может быть. Вы уже видите, что, ну, может быть, надо завершать, подводить как бы к знаменателю какую-то вашу деятельность или как себя немножко перестраивать. Но вот сейчас я бросить не могу, вы можете именно так себе сказать. И для кого-то буквально придется сидеть как на двух стульях. Для кого-то как будто между, да, тоже этих двух стульев вы можете оказаться попеременно, быстро пересаживаясь и туда, и сюда, как будто, может быть, обстановка, которая связана с людьми. Мы где-то это так вскользь затронули. Она такая неоднозначная. Нельзя пока сказать все, что я думаю. Это не принесет желаемого результата, я только себе усложню какую-то позицию. Для вас рождаются новые возможности в это время. Вы можете, что откроется, какая-то возможность поездки у вас действительно может открыться. Или как новые планы вы будете строить, для кого-то из вас что откроется? Ну, может быть, ваша какая-то задумка, которая сейчас может быть в первых шагах, но тем не менее в первых шагах, не на уровне мыслей. А когда мы что-то пробуем, через опыт к нам приходит понимание, стоит этим заниматься или нет. Что еще откроется? Откроется чья-то игра, не без этого. Вот и правда, для кого-то вот эта змея вот с этим ножом. Вот то, что я сказала недавно. Когда думали, может быть, о каком-то человеке лучше, чем следовало. Или когда, ну, может быть, у кого-то и сожаление даже такое тоже допускаю. Все-таки мы разные. Может быть, прежде вы какого-то человека воспринимали так, ну, немножко настороженно, в штыки. Знаете, люди разные, и каждый себя по-разному, ну, преподносит. Есть люди, которые, наоборот, знаете, такие более, выглядят, по крайней мере, контактными, нам говорят приятные слова, по крайней мере, то, что на наше ухо ложится как-то гладко. И мы можем так немножко бдительности усыпить. Правда, так бывает. А есть и люди, которые нам какую-то колючую новость говорят. Но вот разница в том, что первый человек, как бы он там гладко не стелил, а он что-то свое задумал. А второй человек, как бы он, ну, может быть, вам это и не нравится, что он транслирует, но
камня за пазухой он не держит. Вот тут такие могут быть метаморфозы. Тут как будто что-то переворачивается, да. То, что для вас прежде казалось, может быть, незыблемым, правильным, вы тоже где-то начинаете корректировать, менять, но и измените к некоторым людям отношения. Вы как будто у вас новые возможности появляются, не застрять в той ситуации, которая для вас не прогресс ни разу. Ну, может быть, и о людях что-то такое вот узнать, о конкретном человеке. Когда вы себе зададите вопрос: "Так с кем я?" Как в поговорке: "Если хочешь идти быстро, иди один, а если хочешь идти далеко, тогда нужно с кем-нибудь". Паж пентаклей. Это вестники пажи, раз. И второе значение — это иногда и дети, да, но это все таки новые начинания. Поэтому у вас какой-то новый жизненный этап, об этом нам тоже сказали. Может быть, и когда мы освобождаемся от каких-то разочарований, когда уже есть на кону какое-то конкретное видение того или иного вопроса или ваших перспектив. Но, видимо, еще в феврале что откроется? Откроется именно какая-то тема, которую вам надо красиво, элегантно завершить. Чтобы завершить вот это безобразие какое-то по пятерке кубков, я часто говорю по этой карте словами Клаудио Пенейра: "Над разбитой чашкой не рыдают, а выбрасывают осколки и моют пол". Я бы сказала, энергии сразу сколько высвобождается. Кто или что появится неожиданно. Тут мы не можем сказать по девятке жезлов, что кто-то или что-то появляется неожиданно. Это, скорее всего, вы где-то закрытые. Но в этот период времени, в феврале, у вас будет возможность, как вот из какого-то заточения выйти, завершить как неприятие или неприятие, может быть, вашей какой-то идеи, да, а здесь вы ее как-то переложите, конфигурируете по-другому или трансформируете. И вы можете даже удивиться, это для вас будет неожиданно, ну надо же, а отклик получает прекрасный. Есть какая-то тема между тем, в вашей жизни, по которой вы сделали все, что могли. И правда, тут есть за что себя похвалить. Но с чем это связано? С кем или с чем? Королева жезлов. Здесь может быть какая-то женщина. И для вас, мои дорогие мужчины, это может быть человек, женщина буквально, которой вы испытываете страстное влечение. Может быть, это какое-то время этот человек был, ну, как закрылся, да, или не было вестей. Вот здесь могут появиться вести. Я, конечно, могу сказать, что в целом королева жезлов — это карта придворная, говорит о людях, которые рождены под знаком зодиака стихии огня, Овен, Лев, Стрелец, или человек, который имеет асцендент в одном из огненных знаков. Может быть, будут какие-то контакты. Но я вот этой неожиданности, она, если даже происходит, это вокруг вас вот именно что-то. Вы как будто очень, ну, вот так вдумчиво, перед тем, как в чем то участвовать, будете оценивать прежний опыт. И правда, ведь по девятке жезлов мы какое-то время, ну, вот были в каком-то обособленном состоянии, и за это время мы успели накопить силы. И вот теперь вам, скорее всего, неожиданно придется какой-то и выбор делать тоже. Причем он строится так, что мы не должны повторить какую-то ошибку с учетом карты королевы жезлов. Ведь ее жизнь по преданию ставила на колени много раз. И, может быть, это как ваш архетип в течение февраля. Уже не хочется повторить какое-то дежавю. Тогда мы более вдумчивы, ну и более гибкие, если нам нужно выйти из какой-то ситуации. Но тогда правильная работа с информацией вам помогает и правильное распоряжение деньгами. Может быть, в принципе, вот неожиданно будет такой ритм жизни, когда вам придется много общаться, много выслушивать разного рода новостей, а потом эти новости, информацию перепроверять и постоянно анализировать финансовые ситуации, финансовые условия и какой-то ваш прогресс. И это будет для вас, ну, неожиданно, потому что все-таки первая карта девятка жезлов будет говорить, вот именно прежде это была какая-то пауза или более размеренное течение жизни. Но тогда в феврале мы можем ожидать, что
Пусть это будет даже для кого-то день, 2 или несколько дней. Но когда навалилось много всего сразу, и нужно было все вчера, и тогда не надо куда-то торопиться. Здесь именно нужно что-то проанализировать, потому что, ну, знаете, иногда нас так вот как подталкивают к тому, чтобы мы быстро ими приняли решение. Быстро — это не всегда верно. Успевайте анализировать, потому что критическое мышление, мои дорогие девы, это ваше все. Так что же там прояснится? Ого! Да вообще это ваш статус может проясниться. У кого-то это будет касаться личной жизни, но это и вашей работы, вашего вида деятельности, каких-то важных документов, согласований. Это вы как можете изменить статус, построить карьеру, укрепить свои собственные позиции и словно прорыв такой себе устроить уже в феврале, ну, как по заданной дистанции или по поставленным намерениям и целям на долгий период времени. По этой карте вам, возможно, мои дорогие девы, придется где-то ответственность брать на себя. Или когда у вас, в принципе, мы уже затрагивали, будет такое общение, и оно будет состоять, или скорее вокруг вас, как в окружении других людей, которые вам несколько непривычны. Либо они стоят на другой ступени лестницы иерархии, вот как император, да, но еще и какие-то одновременно важные вопросы, важные темы. Тема интересна человеку или людям, и одновременно важно вам самим. Что прояснится, ваш статус укрепляется в целом. Это возможности. Но вот эта карта, она требует какой-то очень точной, продуманной организации. Скучать будет некогда. И все-таки мера ответственности, она тут тоже где-то присутствует. Более того, карта говорит, какие-то законы могут проясняться. Может быть, вы и сами будете как вынуждены или вам будет необходимо даже, ну, в какие-то инстанции обращаться для того, чтобы решить тот или иной вопрос. Но у вас полномочия тоже возрастают. Будьте к этому готовы. Давайте на работу, на достижение, правда? Девятка пентаклей. Денежные вопросы какие-то вы можете решать. Это карта, когда мы, ну, все-таки немножко сами по себе. Она на вид достаточно теплая, но по энергетике она достаточно холодная, потому что человек надеется сам на себя. Хоть и говорят, один в поле не воин, но вот, наверное, в этой карте воин, еще как. Потому что вот если нужно у него за обзором или за тем, чтобы горизонты контролировать, у него тут, у девы нашей, точнее, прекрасной, у героини, как сокол, да, сидит на рукаве, на перчатке. И она контролирует все то, что и вокруг нее, то, что есть в материальном мире, но и буквально какое-то пространство, которое может для нас олицетворять вот где-то перемены, о которых мы говорили, или как минимум на несколько шагов вперед. Вот вам придется постоянно, с учетом аркана император, то есть предвидеть какие-то события. Слушайте, мои дорогие, вашу интуицию. Но для кого-то это буквально будет денежный эквивалент или получение каких-то заслуг, или когда возможность исправить финансовую ситуацию, или в целом вам придется финансам уделять немало времени, потому что для кого-то, я такое допускаю, может быть, вторичный доход какой-то вы будете продумывать, да, на ваши достижения. Или наоборот, вторая какая-то сфера занятости вашей, она здесь как, ну, может дать такой прогресс резкий. Или даже для тех, кто, допустим, ваши деньги где-то там застряли, вы их долгое время не могли получить, то тогда, скорее всего, вы получить их сможете. А что же в деньгах вот само по себе? Мелкая карта, но нам уже сказали, что вы ресурсны, причем во всех отношениях, будь то статус, будь то финансы. Тут радости карта, да, но, может быть, для кого-то, для людей семейных, эта карта может свидетельствовать именно, когда вы будете, ну, заботиться о ребенке, или какой-то у вас будет по обучению, может быть, проект, который касается именно вашего ребенка, ваших детей, и вы что-то даже будете проплачивать. И потому что вы ресурсны, вы как будто видите в этом целесообразность. Более того, вас это еще и будет радовать. Но как будто в целом на деньги очень даже вдохновляюще, давайте скажем так.
И, в принципе, даже сложные вопросы, правда, вы можете решить в феврале. Вы найдете выход, это точно. В личной жизни, ну, вот тут как-то тяжеловато. Десятка жезлов, знаете, может быть, вы взвалили на себя, вот как этот человек, целую вязанку из жезлов. Мы вроде бы уже включились в какое-то дело, вопрос. Для людей семейных это когда и работы много, и вроде семейные вопросы никуда не денешь. А тем не менее, карта нам говорит: а брось-ка ты вот эти 10 жезлов. Для вас будет очень важно заниматься чем-то одним. Не устраивайте, мои дорогие любимые девы, себе многозадачности, будь то в работе, будь то в каких-то торжественных обещаниях конкретным людям, будь то это в личной жизни. Ведь эта карта нам всегда говорит: успевай отдыхать. Уставшие люди делают ошибки. И если мы себя как обесточим или будем думать: да я все выдержу, я все смогу, мы рискуем как бы свалиться от этой усталости или что-то прошляпить. Все же есть те, на кого мы можем переложить как минимум 9 жезлов. Потому что по этой карте именно сила привычки. Мы всегда так делали, и всем вокруг хорошо, всем уже нормально, потому что а почему нет, да? Вы же тянете, ну и тяните. Наступает время, мои дорогие. Здесь, ну, если и дом, да, вы возвращаетесь домой, в семью, то это как будто должно быть место вашего отдыха в первую очередь, а не вторая какая-то многозадачность, или когда все ждут, что вы придете домой, и сейчас вот что-то закрутится. Пусть, ну, может быть, каждый учится сделать что-то сам, потому что для вас на кону как и ваш статус, так и я могу предположить, много работы будет все-таки, мои дорогие девы. На кону перемены и какие-то возможности, и поэтому силы вам распределить правильно тоже придется. Перекладывайте на себя, а я благодарю вас за ваши теплые душевные комментарии, за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы читаете мои публикации. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, а я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.